Всем доброй ночи. Перед вами эта прекрасная монголка. Авторская работа. Между прочим, очень дорогая кукла и в прямом, и в переносном смысле. И человек, который отправил мне эту куклу, тем самым показал свое уважение и благодарность к моим трудам. Мне очень приятно, что ценят мой труд. И естественно, что эти прекрасные произведения рано или поздно каждый из них участвует в моих работах. Вот перед вами эта красавица, которая сегодня сыграет роль правнучки Чингисхана Хутулун. Она родилась в 1260 году и оставила свой след в истории как женщина-воин. Одна из великих ханш Великой Степи. Эти женщины выросли, можно сказать, сидя на лошади. Рождались там, жили там, спали там, существовали там. Фильмы, которые снимают сейчас, конечно, очень приятно смотреть. Очень красивый макияж, грим, одежда, украшения. Увы, всего этого не было тогда. Были дикие условия. И женщинам было нужно всем своим естеством быть сильными, чтобы выжить, чтобы быть воином, чтобы защитить детей, стариков, когда мужчины уходили в поход. И вот одна из таких была Хутулун. Было у нее много братьев. Некоторые историки говорят больше 20. И описывает ее Марко Поло. Тот самый итальянский путешественник, который очень много оставил записей про монгол и про китайцев, Китайскую империю, про японцев и про самураи и прочее. Бесценные на самом деле знания. Вот представьте, человек жил в 13 веке, а до сих пор его воспоминания, его книги, его путешествия очень яркое и такое живое осталось в истории человечества. Так вот, он говорит, была она красиво сложена, высокая, плотная, чуть-чуть не великанша. Она не хотела замуж, участвовала во всех походах вместе с отцом, с братьями и очень не стремилась выходить замуж. Поэтому поставила условие, что те, кто хочет перебороть ее, точнее, кто хочет взять ее в жены, должен ее перебороть. Понятное дело, что имея физическую силу и будучи воином, не поддавалась она никому долгие годы. Родители даже просили ей не так усердно, скажем, состязаться, чтобы кто-нибудь из женихов все-таки победил ее, и она вышла замуж, но она не соглашалась. Когда уже потеряли всякую надежду выдать ее замуж, в 1288 году она сама влюбилась. Ну, смотрите, по меркам монгол. Родилась в 1260-м, да, и, значит, вышла замуж в 1288 году. Аж ближе к 30 годам для них это был уже, то есть возраст старой девы. Но она влюбилась
молодого нукера, это армейское звание, как сотник. Звали его Аптакул. Да, по-моему, Аптакул. Родила от него несколько детей, ну, известные 3 детей ее, 2 сыновей и дочь. История дальнейшая не говорит ничего о ее детях, куда они ушли, что с ними случилось. Но все же она, значит, выходит замуж по любви. Как она там вышла за него замуж, боролась она с ним или поддалась, или просто вышла замуж без никаких условий. Но раз уж она любила этого человека, ну, наверное, как-то нашла выход выйти за него замуж. Но судьба была к ней не очень милостива. Она прожила всего несколько лет с мужем. И в 1301 году муж ее погибает. Значит, а следом погибает и отец. И она остается одна. Но в любом случае, как была она воином, так и участвует в походах, оставляя детей матери. И говорят, что секрет ее силы, ее побед, потому что тогда смертность среди воинов была велика. Смертность вообще была велика, уж тем более среди людей, которые шли на войну. Смертность была очень велика. И большая вероятность, что могла она не вернуться. Даже если она была дочерью хана, это не гарантировало ей жизнь, потому что все сражались наравне. Тогда был такой внегласный закон для того, чтобы иметь моральное право требовать с воинов отдачи, сражения и полностью самоотверженности, да, и верности, то хан должен был быть наравне с ними, и его дети сражались наравне со всеми. Близкие, родные, он не имел права делать какое-то отличие. Это было самое главное условие его власти и подчиняла, значит, воинов его воле, именно потому, что наравне с ними шли все воевать. Так вот, очень многие гибли, ее братья гибли, были еще младшие сестры, которые тоже сражались, пусть там не обладали такой, может, воинской силой, как она, тоже погибали, из семьи много кто, вот, значит, по свидетельству Марко Поло, много погибало и из ханской семьи. И поэтому она, поскольку она все время побеждала и практически у нее не было таких серьезных ранений, говорили, что она обладает определенной силой и определенными знаниями, оставленные ей, значит, бабушкой матери. И когда я изучала ее биографию, по свидетельствам Марко Поло и современников, там есть несколько текстов определенных заговоров, ритуалов. Сказано, что, по всей вероятности, либо чем-то похожим она пользовалась, таким же текстом, либо это именно ее заговор. Мы не можем точно утверждать, ее это заговор или нет, но то, что это, то есть в источниках древних сохранилось, уже говорит о том, что этому заговору много лет. Ну, более 1000 лет точно. И, естественно, понимаем, что текст, слова, которые произносились веками, они уже этой силой как бы пронизаны, усилены миллион раз. Именно поэтому, скорее всего, эти заговоры вот определенные, там несколько. Я выбрала один, по всей вероятности, ее, потому что он похож чем-то на просьбу Чингисхана, чтобы Тенгри слышал мою молитву, а не молитву моего врага.
И, скорее всего, вот это больше вероятности ее. Монголы вообще, вот их, скажем, вот эти традиции камлани и прочее потом перешло и на северные народы, а может быть оттуда перешло монголам, не можем сказать, кто первый это начал. Но они всегда обращались к силам степи, невзирая на то, что они сейчас и так, в принципе, сохранили свое древнее верование, но многие монголоидные народы со временем приняли ислам. В основном ислам, есть и христианская часть, но в основном ислам. Некоторые буддизм приняли. Неважно, что они приняли и какую религию, да, исповедуют. У них осталось это обращение к древним силам, обращение к силам степей, обращение к ханам гор, к великим рекам и так далее. То есть поклонение природе, мирозданию, это у них в крови, и никакие религиозные обряды это не стерли и не убрали. Оно до сих пор есть. Дело в том, что чингизидки, как таковые, то есть женщины, которые принадлежали династии Чингисхана, они были на вес золота. И у себя в гареме иметь жену чингизидку, это был такой, знаете, как бы символ статуса, престижа. Это уже автоматически делало любого хана, любого военачальника, кто женился на такой женщине, то есть из династии чингизидов, автоматически делал его как бы правопреемником этих ханов, хотя они не имели права называть себя ханами, кроме потомков Чингисхана, чтобы вы знали. Именно поэтому, например, Тамерлан не называл себя ханом. Он называл себя амиром, то есть военачальником. Он называл себя императором. Его начали называть так европейцы, потом ему понравилось это, он так себя обозначал в письмах и в посланиях. Но ханом он себя не называл, потому что, невзирая на то, что он стал один из сильнейших правителей Азии, в любом случае он не был по происхождению чингизид, и у него жена не была из рода Чингисхана. Поэтому он не имел никакого, то есть права ни с одной стороны называть себя ханом. Он это соблюдал. Мог бы, конечно, нарушить, но соблюдал. И поэтому в Азии, например, его никто не называет там хан Тимур, его называют Амир Тимур, Хромой Тимур, там Тамерлан, но никто ханом не назвал. Но именно женитьба на чингизидках, она давала очень широкую возможность. Но Чингисхан, например, немножко если назад вернемся, придумал очень такой хитроумный действенный план. Значит, он выдавал дочерей замуж за ханов и за правителей ближайших стран, которые были вокруг его огромной империи. Но с условием, что жена, то есть его дочь или внучка, или там сестра, сестер у него не было столько, одна была только. В любом случае, вот он выдавал своих дочерей и внучек замуж, но при одном условии, что хан должен был отпустить весь свой гарем, и только одна жена должна была быть у него, это его дочь. Следующее условие. Хан должен был передать полномочия во время своего отсутствия своей жене. И после своей гибели он отдавал ей бразды правления. То есть она становилась правопреемником его престола. Неважно, был у них ребенок или нет. И третье условие, что ханы должны были оказать честь и служить в его войсках. И многие ханы радостно на это соглашались, пока не понимали, что они попали в определенный капкан. И что делал Чингисхан? Он забирал своих зятёв на войну, и дочери становились управленцами. Они управляли государством. Согласно этой подписанной декларации
И они соглашались, потому что эти страны очень боялись нашествия монголов, и они прекрасно понимали, что если они не будут соблюдать эти условия, то следующей жертвой Чингисхана станут они. Поэтому они, конечно, соглашались, естественно. Так вот, зятя он забирал к себе в армию, его отправлял в первых рядах, оказывая ему честь сражаться за себя. Там его убивали, и дочь становилась полноправной правительницей этой страны. Как правило, если зять не погибал, в любом случае он был на войне, а управляла страной его дочь. И вот так Чингисхан создавал вокруг своей империи вот такой вот, знаете, подстраховывал себя, создавал такое условие дружественных стран вокруг себя. О, эти собаки. И пока отец завоевывал новые страны, дочери берегли то, что отец создал уже. Потому что вокруг создавалось такое кольцо из дружественных государств, где управляли его дочери. И, естественно, он был спокоен, и он спокойно уходил в поход, зная, что никто не нападет и никакие не будут претензий на его территорию. Вот так вот умно правили. И поэтому, естественно, неудивительно, что Хутулун была завидной невестой, и ее руки стремились попросить многие. Но вот, как мы видим, у нее судьба сложилась по-другому. Это был абсолютно непобедимый воин, поэтому все были убеждены, что у нее есть свои секреты. И начали многие, то есть путешественники, начиная от Марко Поло и прочие, собирать, вот записывать, пытались найти этот секрет ее неуязвимости и побед. И собрали вот несколько таких. Может быть, это были просто какие-то победоносные заговоры или обращения монголов. Может быть, она этим пользовалась. Так, конечно, точных сведений у нас нет, но ее современники, естественно, знают лучше нас и об этом рассказывают. И у нее был один промах, из-за которого все-таки силы ее не защитили. Когда между ее братьями началось противостояние, она сначала приняла сторону своего брата Чапара. И согласно, значит, преданию, согласно рассказу о ней, ночью ей снится или приходит некая сила, некий дух, который говорит ей, что чтобы она ничего не передавала, чтобы она не была на стороне, значит, Чапара, потому что он предатель. Он подлый человек, и чтобы она никакие секреты и тайны, может, свои военные тайны иметь в виду, может, тайны магии, знаний какие-то, не можем утверждать, чтобы она, в общем, чтобы она ничего не передавала ему, поскольку он опасный человек. И если она это сделает, переступит этот порог, то вот то, что она передаст своему брату, однажды повернется против нее. Но она не послушала, потому что это был ее любимый брат, и она передает ему, свои полномочия, свою помощь, свою армию, чтобы сражались под знаменами брата. И брат одерживает победу. Когда он одерживает победу, начинает беспощадно убивать братьев, племянников. И вот тогда она, значит, выходит против него, вместе со своим отрядом удаляется и клянется, что будет поддерживать обратную сторону другого брата. И ушла вместе со своими отрядами к Урусу, своему другому брату, который больше всех пострадал, и чьих сыновей, значит, Чапар приказал убить. Она возмутилась этой подлости, несправедливости. Может быть, она с ним договаривалась по-другому. Может быть, она просто хотела, чтобы тот захватил власть и правил, но он совсем по-другому использовал эту помощь. В любом случае, она обиделась на него, и она его оставила и ушла к своему брату Урусу. Но
К сожалению, ее отряд, с помощью ее отрядов и ее возможностей, поскольку она привлекла на сторону другого брата столько людей, армии, войска, тот, конечно же, уже одержал победу, и он уже был силен. Трон принадлежал ему, и поэтому он объявил охоту на сестру и на других своих братьев. В итоге она была убита вместе с братом Урусом, племянниками и прочее. Это было ее наказание за то, что она сделала неправильный выбор. Однако то, что эта женщина до того, как нарушить запрет, что, собственно, нас не касается, потому что это ее личное было право, это ее личная была ошибка. Однако, если эти работы действительно столько лет помогали ей одержать победу, это значит, что эти работы имели место быть, и они были сильны. Согласитесь. Хочу вам сказать, что ее образ вдохновил многих европейских поэтов, писателей. Вот, например, писатель француз Делакраус или Крус, вот честно не помню, Круа, Делакруа, по-моему, да. Имя не помню сейчас точно. Он вот вдохновился историей и написал «Принцессу Турандот». Сказку, которую потом ставили как оперу, потом, то есть в театрах играли, и фильм сняли и так далее. Вот он вдохновился ее, значит, примером жизненным. Итак, сам заговор на монгольском языке и обладает той самой силой, о которой сказано в описании. Обращение к великой силе степи, обращение к Богу голубого неба, небосвода, поскольку тенгризм прочно обосновался у этих народов и остался. В принципе, у монголоидных народов Сибири, севера, то есть неправильно говорят тюркского происхождения, потому что это не так. Алтайские народности. Тюрки это намного позже формировались из разных этносов, селджуки и прочее. Тогда еще их и в помине не было. Это монголоидная раса, монголоидные национальности, то есть нации монголоидной расы. И в основном наследники тех самых великих ханств, которые образовались в степи. Я по-своему, скажем, формировала, да, вот ритуал к этому заговору. 2 человека это проводили. Давно, правда, лет 8 назад, может быть. Это помогло решить определенные вопросы. Один человек на суде отстаивал свои права, а другой человек свое наследство хотел забрать. Ну, в принципе, тоже суд, но там более сложная была ситуация. Там нужно было доказать, что бабушка с дедушкой все же под каким-то влиянием отдали это наследство. Ну, получилось. Поскольку у монголов, или у монгол, я думаю, так правильно, у монгол не склоняется число 10, священное число. 9, 10, 12, 8. Вот. Вот эти цифры обычно встречаются. То я решила, что 10 раз это самое то. Почему определенное количество раз нужно произносить заговор? Потому что это, знаете как,
Это как таранит, вот открывает дверь, ломает стену. Это энергетический посыл, который идет, вот так монотонно, бьет в одну точку и вот пронзает это пространство. И получается то, что просит человек. Перед тем, как идти на какую-то судьбоносную встречу, для того, чтобы одержать победу в той или иной ситуации, делайте следующее. Зажигайте свечи, много свечей. Здесь источник огня важен. Значит, и начитывайте. Можете сидя, можете стоя. Читайте 10 раз. Оставляйте, не обязательно догореть этим свечами, если это большие свечи. Оставляйте на пару минут еще гореть. И, значит, потушите эти свечи. И когда у вас все получится, когда у вас придет это благополучие, еще раз, то есть вот эта победа, то, что вы хотите победить в той или иной ситуации, когда у вас все получится, еще раз зажгите эти свечи и оставьте их догореть, потому что духи, которые приходят выполнять вашу просьбу, они питаются энергией свечей, вообще энергией огня. И второй раз вы их уже угощаете этой энергией огня в знак благодарности. Вот второй раз можете оставить эти свечи догореть. Можете те же свечи зажечь, можете другие, но пускай несколько часов они горят в знак благодарности. Ничего говорить не нужно, потому что силы, они прекрасно видят и понимают, что к чему и для чего, значит, это все подготовлено, сделано. Они приходят и забирают ту долю энергии, которую вы должны отдать за их помощь. Но я еще раз говорю, это итог ритуала. Некоторые неправильно понимают слово «откуп». Это совсем другое. Это итог ритуала. А откуп вы можете на свое усмотрение делать. Те, которые давно на канале, не буду одно и то же повторять и говорить. Итак, а теперь заговор. О Тенгри Бурхан Минь, Хьох Тенгриин Эзен, Мини Залбирлик Сонс, Битти Сонс, Мини Дайсни Залбилар, Ихталин Сонс, Намайк Ураги Хьотол, О Бурхан Тенгри, Мини Зарбирлик Сонс, Битки Сонс, Мини Дайсни Зарбарал. О Тенгри Бурхан Минь, Хьох Тенгриин Эзен, Мини Залбирлик Сонс, Битти Сонс, Мини Дайсни Залбилар, Ихталин Сонс, Намайк Ураги Хьотол, О Бурхан Тенгри, Мини Зарбирлик Сонс, Битки Сонс, Мини Дайсни Зарбарал. О Тенгри Бурхан Минь, Хьох Тенгриин Эзен, Мини Залбирлик Сонс, Битти Сонс, Мини Дайсни Залбилар, Ихталин Сонс, Намайк Ураги Хьотол, О Бурхан Тенгри, Мини Зарбирлик Сонс, Битки Сонс, Мини Дайсни Зарбарал. О Тенгри Бурхан Минь, Хьох Тенгриин Эзен, Мини Залбирлик Сонс, Битти Сонс, Мини Дайсни Залбилар, Ихталин Сонс, Намайк Ураги Хьотол, О Бурхан Тенгри, Мини Зарбирлик Сонс, Битки Сонс, Мини Дайсни Зарбарал.
O Tengri Burhan min, Hyoh Tengriin ezen, Mini zalbirlik sons, Bitti sons, Mini daisni zalbilar, İhtalin sons, Namaik uragi hyotol, O Burhan Tengri, Mini zarbirlik sons, Bitki sons, Mini daisni zarbaral. O Tengri Burhan min, Hyoh Tengriin ezen, Mini zalbirlik sons, Bitti sons, Mini daisni zalbilar, İhtalin sons, Namaik uragi hyotol, O Burhan Tengri, Mini zarbirlik sons, Bitki sons, Mini daisni zarbaral. O Tengri Burhan min, Hyoh Tengriin ezen, Mini zalbirlik sons, Bitti sons, Mini daisni zalbilar, İhtalin sons, Namaik uragi hyotol, O Burhan Tengri, Mini zarbirlik sons, Bitki sons, Mini daisni zarbaral. O Tengri Burhan min, Hyoh Tengriin ezen, Mini zalbirlik sons, Bitti sons, Mini daisni zalbilar, İhtalin sons, Namaik uragi hyotol, O Burhan Tengri, Mini zarbirlik sons, Bitki sons, Mini daisni zarbaral. O Tengri Burhan min, Hyoh Tengriin ezen, Mini zalbirlik sons, Bitti sons, Mini daisni zalbilar, İhtalin sons, Namaik uragi hyotol, O Burhan Tengri, Mini zarbirlik sons, Bitki sons, Mini daisni zarbaral. O Tengri Burhan min, Hyoh Tengriin ezen, Mini zalbirlik sons, Bitti sons, Mini daisni zalbilar, İhtalin sons, Namaik uragi hyotol, O Burhan Tengri, Mini zarbirlik sons, Bitki sons, Mini daisni zarbaral.